Всем привет! Хочу подвести свои итоги 2024 года. Вот уже практически целый год я занимаюсь Яндекс.Играми. Начал вести свой канал на Дзене, но в итоге что-то подзабросил, даже несмотря на то, что получил там монетизацию. Вернулся на YouTube не только со стримами, но и начал записывать вот такие видеоролики, в которых рассказываю о своем тернистом пути в геймдеве. На YouTube монетизацию тоже, кстати, подключил, но ролики все равно пока выпускаю редко. Продолжаю разрываться между своей рок-группой, преподаванием гитары, созданием игр и всевозможного контента, а также погружением в индустрию игростроения. Вот обо всем этом сейчас и расскажу со всякими цифрами, как вы любите. Узнав благодаря Инди Алёше про Яндекс.Игры, в конце прошлого года я решил ради эксперимента попробовать сделать простую игру, и к началу нового года она была уже готова. Год начался с трехкратных попыток прохождения модерации моей первой игры под названием «Новый пасьянс». Она вышла 19 января, и первые 4000 от Яндекса я увидел только в марте. До апреля игр я больше не делал, а просто смотрел, как это все работает. Доработка и обновление игры, закупка рекламы, раскрутка игры в соцсетях, сплошные эксперименты. В это время я активно вел свой Дзен-канал, где про все это писал. И в середине марта даже вышел там на монетизацию, но платят там копейки. Даже с одной игры больше заработаешь, а времени тратится много. Поэтому пока я Дзен и забросил. В общем, хватило меня на полгода где-то, потому что времени не сказать, что было много. Каждый месяц у меня было по 2-3 концерта, в том числе в других городах, где-то по 5 репетиций, и в школе рока я проводил где-то 50 уроков по гитаре каждый месяц. В общем, не сказать, что бездельничал, а приоритет я решил отдать все-таки играм, так как видел в них больше потенциала. Так что вернемся к играм. В итоге, благодаря продвижению, новый пасьянс вышел на уверенные 400 рублей в день и уперся в свой потолок, а я начал делать вторую игру-выживалку, которую я назвал Woods of Navy, и она завязана на лоре моих песен. Эта игра вышла 13 мая. Это скорее мой творческий проект, но в казуальном стиле. Опять-таки эксперимент. Игра много не зарабатывала, где-то 50-100 рублей в день. Примерно в этот момент я и решил попробовать записывать видео для Ютуба, так как рассказать уже было о чем, да и вообще мне всегда было интересно всевозможное YouTube творчество. Записав несколько видео, первое из которых неплохо так залетело, я стал вести еще и стримы с обзорами Яндекс.Игр. И все лето у меня, по сути, прошло не шибко продуктивно. Я развивал свою выживалку, очень существенно ее доработав и улучшив ее показатели удержания, ну и проводил стримы. В итоге в конце лета удалось подключить монетизацию для этого YouTube канала, но там по сути капают копейки по $3 в месяц, что, конечно, погода не делает. В сентябре, благодаря стримам, я начал общаться с Даниилом Сазоновым из издательства Mira Games, и он пригласил меня на конференцию Game Push в Москве 21 сентября, и я подумал, что было бы здорово лично познакомиться с другими разработчиками и издателями, тем более, что я много кого уже смотрю на YouTube. На этой конференции я познакомился лично и пообщался с Романом Сакутиным, Даниилом Сазоновым и другими ребятами из Mira Games, с Инди Алешей, Максом Платоновым, Женей из канала Путинди и Алексеем Лебедевым из Fit Game. В целом было интересно, но особенно мое внимание привлек формат шоу-кейса. На конференции ребята показывали свою игру, давая поиграть всем желающим, и я подумал, а почему бы и мне так не делать? Это ж можно вживую посмотреть на реакцию людей и выявить слабые стороны игры в процессе. В общем, собрать фидбэк и сделать так, чтобы о игре узнало больше людей. Продолжая развивать свою выживалку, я решил, что хочу показать ее на конференции «Игровая индустрия» в Москве 16 октября, тем более, что там была огромная зона для тех самых шоу-кейсов, и туда можно было заявиться бесплатно. Ну и, конечно же, это была возможность пообщаться с людьми из индустрии и другими разработчиками. Отправился туда я в компании подруги Светы, которую заявил как художницу своей студии. Но тогда это было только в планах, а на конференции она изучала, а заодно и стримила мою игру. При пати конференции проходила в баре «Молодежь», где я пообщался с Александром Щавелевым, Даниилом Сазоновым и другими интересными ребятами. Ну и, конечно, там было караоке, мимо которого мы не смогли пройти. На самой же конференции в мою игру поиграли несколько человек и поделились ценными отзывами. Кто-то просто посмотрел и поддержал добрым словом. А в конце к нам подошел представитель Яндекс.Игр. Менеджер по развитию бизнеса Яндекс.Игр Евгения Александрова детально изучила игру и ее метрики. Она взяла мои контакты и сказала, что есть потенциал. И можно поработать над игрой для дальнейшего фичеринга. В итоге мне написал менеджер от Яндекс.Игр и рассказал, что нужно доработать в игре и каких метрик удержания нужно достичь, чтобы получить фичеринг от Яндекса, чем в ноябре я и занялся. Дорабатывая игру в ноябре, я успел посетить с ней шоу-кейс на митапе сообщества казанских разработчиков, о существовании которого узнал совершенно случайно.
Удалось договориться в итоге о шоу-кейсе на конференции Игродев, на которую я поехал 22 ноября вместе с целой делегацией казанского геймдев-сообщества. Это была довольно большая конференция, где удалось повидаться и познакомиться с огромным количеством людей. Роман Сакутин, Слава Гриц, Борис Геймпуш, Сергей Гиммлер-Рейх, Александр Щевелев, ребята из D1 Games, ребята из Заки Games. Ноябрь прошел, а фичеринг от Яндекса получить пока так и не удалось. Зато удалось выгореть от работы над этой выживалкой. Работы много, денег мало. Я решил, что хватит это терпеть, и мне нужен новый эксперимент. Я решил сделать то, что нравится большому количеству людей. Попасть хоть в какую-то популярную нишу. Короче, я решил сделать игру в жанре слияния на советскую тематику под новогодний тренд. Декабрь все-таки. Так родилась моя третья игра «Советский Новый год. Игрушки и еда». Причем на этот раз я ее сделал с художницей Светой. Игру я, конечно же, сделал на Unity с полного нуля, а вот с графикой самому возиться не хотелось. В итоге сделали игру довольно быстро и уже 12 декабря ее опубликовали. Поскольку я люблю этот жанр игр и давно хотелось попробовать тактику рескинов, то буквально за пару дней мы сделали еще одну новогоднюю игру. Ее опубликовали 22 декабря, причем модерацию она прошла с первого раза. Новогоднее настроение «Дойди до Деда Мороза». Игра получилась атмосферная, но пока заходит хуже. Как вы понимаете, это уже игра в сеттинге американского Рождества, и она немного на другую аудиторию. Под конец года CPM на Яндекс.Играх дико просел, и 4 игры приносили так же, как 2 в середине года. Так что в плане дохода пока все грустно. Но главное то, что мы сделали игру и довольно быстро, а потом еще и рескин сделали довольно неплохой. И казалось бы, можно отдохнуть и готовиться к Новому году, в котором все непременно станет лучше. Но я вспомнил, как на Дзене я ставил перед собой цели на этот год, и одной из моих целей было выпустить 5 игр. В общем, за пару дней мы сделали второй рескин на тему еды, который я назвал «Вкусное слияние и точка». Это уже однозначно и на детскую, и на взрослую аудиторию. В этот раз мы использовали мультяшную стилизацию, игра получилась не только симпатичной, но и по всем канонам успешных казуальных игр. Сейчас игра ожидает модерация, и не знаю, выйдет ли она в последний день этого года или уже в следующем, но главное, что мы ее сделали. В итоге за декабрь с 4 игр удалось заработать всего 9 тысяч рублей, ну а за весь год я заработал примерно 120 тысяч. Не густо. Яндекс.Игры выкатили мои результаты за год, и они немного странные, но интересные. Что-то они явно не учитывают, скорее всего новый пасьянс, видимо потому, что он был отправлен на свою первую модерацию в последние дни прошлого года. Количество игроков, конечно, впечатляет, но чтобы зарабатывать на Яндекс.Играх нужно гораздо больше. А вот то, что кто-то наиграл больше 700 часов в мою игру, это, конечно, круто. Самым жирным месяцем был июль, и по деньгам, и по количеству игроков. Рейтинг 79 был максимальным результатом нового пасьянса. Это практически элита на Яндекс.Играх, но по деньгам так не скажешь, рублей 300 в день. Международный рейтинг 71 тоже вроде бы круто, но каких-то больших денег с внешней монетизацией я не получил. У меня было всего лишь 2 выплаты по 3000 рублей. То, что игроки совершают внутриигровые покупки в моей выживалке, это, конечно, хорошо, но сумма там накопилась небольшая, 1004, а порог выплаты аж 30 тысяч. Продвижение привлекло 8000 человек, это вроде как немного, но это действительно сказалось на доходе, по крайней мере для нового пасьянса. Что-что, а навык прохождения модерации действительно прокачался. Поскольку я делал много обновлений, то более-менее понял, до чего могут докопаться. Вот такие итоги. В моих планах продолжать покорять Яндекс.Игры и в будущем году сделать еще больше хороших игр. Так что желаю всем нам покорения заветных вершин и выхода на желаемые доходы. Всем удачи в новом году и до встречи в следующих видео.